Многие люди не знают, как за самые короткие сроки можно задекорировать старый некрасивый забор, высокий столб, непривлекательный гараж или стену хозяйственной постройки. Возможно, вы удивитесь, но есть растения, которые буквально за сезон отлично разрастаются как в ширину, так и на большую высоту. Причем агрессором не являются, так как не дают своей корневой поросли и самосев. Об одной такой многолетней лиане с неудержимой скоростью роста и обильным цветением до самых морозов и пойдет сегодня речь. Всем, кто желает скрыть любой садовый объект или просто оградить сплошной цветущей ширмой свою территорию от любопытных глаз, советую обратить внимание на горец бальджуанский или фаллопию. В этом смысле лучше лианы вам не найти, так как фаллопия – это уникальное по своему стремительному развитию растение, которое еще и симпатично цветет. Очень многие ландшафтные дизайнеры прибегают к помощи ее невероятной скорости роста и длительному обильному цветению. Европейские садоводы фаллопию еще шуточно называют «миля в минуту». То есть эта лиана растет в буквальном смысле на глазах. Ее поразительная скорость и сила роста вас удивят и помогут вам решить свои задачи. Из этой лианы, например, можно создать красивый навес, который укроет вас в жару от палящих лучей солнца. Она завьет сплошной стеной ваш забор и заберется на любую высоту. В уходе никакой сложности не отличается. И даже в том случае, если вы полностью срежете ее ветви, эта лиана всего за сезон сможет отрасти более чем на 10 метров в высоту. Конечно, при условии предоставления ей подходящей опоры. Сразу хочу предупредить, что рост бальджуанского горца достаточно хаотичный. Он может легко плести не только высокий столб, но и близрастущее дерево, затеняя его крону своей зеленой массой. Поэтому эту лиану необходимо направлять. Учтите, что для нее потребуется очень прочная опора. У легкой металлической арки фаллопию даже не стоит сажать, так как она ее своей массой просто сломает. Поэтому заранее продумайте, куда вы ее хотите высадить, и установите крепкие и устойчивые конструкции. У фаллопии много преимуществ. Одно из самых приятных – это ее обильное и длительное цветение. Оно длится с июля до устойчивых морозов. А если побеги хорошо перезимуют, то цвести горец начнет уже в июне. В садах с мягким климатом зимуют без проблем и укрытия не требует. Выносят морозы до минус 20 градусов по Цельсию. В северных регионах ее часть над уровнем снежного покрова будет обмерзать. Поэтому лиану с осени мульчируют на высоту 30 сантиметров. Но этому виду горца не страшен даже мороз, так как он за теплый сезон отрастает заново. Это вьющееся растение способно достигать 15-метровой высоты. У подмерзшей лианы цветение начнется со второй половины лета, но все равно оно будет обильным и станет длиться очень долго. Данная культура очень пышно цветет, наполняя территорию ненавязчивым медовым ароматом. Фаллопия – это хороший медонос, привлекающий в сад бабочек и полезных опылителей. Это неприхотливое растение не только украсит участок за короткие сроки, но и спасет вас от жары. Фаллопия – это отличный выход для голых участков, на которых нет никаких построек, беседок с навесом или деревьев с раскидистой кроной, где можно было бы отдохнуть от жары и знойного солнца. Эта лиана сможет создать вам отличную тень или навес. Только не предоставляйте ей в качестве опоры деревья, так как их крона может сильно пострадать от нехватки света. Пышные цветочные метелки и переплетения ветвей лианы будут сильно их затенять. В результате растения начнут чахнуть и редеть. Также фаллопия не будет активно расти и тем более пышно цвести, если вы для нее выделите тенистое место. Она любит хорошее освещение. А вот почва для нее подойдет любая. Хотя горец бальджуанский предпочитает плодородную, хорошо дренированную почву с реакцией около 6 единиц pH. Он также не откажется от хорошего полива, особенно в знойную погоду. При несложном уходе это вьющееся растение вознаградит вас своими пышными белыми соцветиями и буйной зеленью. Фаллопию даже нет необходимости удобрять, так как она самостоятельно находит для себя все необходимые питательные вещества для роста и длительного цветения. Но чтобы эта лиана стала настоящим украшением сада, ей лучше проводить своевременную корректирующую обрезку и контролировать ее разрастание. В противном случае она заполонит собой даже то пространство, где ей расти не предназначалось. Хотя ее позитивной особенностью
является то, что фаллопия, в отличие от других агрессивных лиан, например, того же девичьего винограда и кампсиса, не дает корневую поросль. Где вы ее посадите, там она и будет расти. Единственное, что при хороших условиях могут укореняться ее не спадающие к земле плети. Но это легко решается стрижкой и направлением лианы по соответствующей высокой и прочной опоре. Вы можете дать ей расти как вверх, так и вширь. Все зависит от вашей задумки и целей. Горец бальджуанский можно размножать отводками и черенками. Такое растение, как фаллопия, впечатляет своими масштабами роста и ароматным цветением. Ее вид, несомненно, преобразит любой сад до прихода морозов и поможет вам воплотить в жизнь интересные идеи и одновременно решить свои задачи. Поделитесь своим мнением по этой лиане в комментариях. Посоветуйте, какие еще быстрорастущие вьющиеся растения способны за короткие сроки украсить сад. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход наших новых роликов. А если для вас это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале.